Ölmene izin veremem. Tamam, o ameliyata girmiyorum diyene kadar seninle konuşacak tek bir cümlem bile yok. Aliye. Cihan bırak. Aliye, ben ailem için canım veririm. Ben senden sonra ne yapacağım hiç düşündün mü? Sen Boran'la yüzleşmekten kaçıyorsun. Sen ölümle karşı karşıya kalmayı bile kabul ediyorsun. Korkuyorsun. Sen beni Boran'a bırakmak için gidiyorsun ve bu hiç adil değil. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о новых видео. Аля объясняет, что подала заявление, потому что рисковала жизнью пациента. Садакат признается: да, это я. Садакат в гневе садится в полицейскую машину и едет давать показания. Когда Садакат дает показания полиции, она объясняет, что пыталась свалить вину на Алью, и все это время ее преследовала. Когда Нари паникует и Алья объявляет, что подала заявление, Нари и брат Садакат, Хасан, шокированы. Нари спрашивает, почему, и Джихан отвечает, что Алья рисковала жизнью пациента, которого собиралась оперировать. Когда адвокат сообщает Джихану, что Садакат обвинила ее в клевете, Джихан просит их встретиться с ней, и они все вместе идут к Садакат. Садакат продолжает нападать на Алью. Джихан спрашивает, почему она лжет. Садака говорит: ты уйдешь прежде, чем Баран откроет глаза. Я сделаю все возможное, чтобы убедиться в этом. Садакат говорит: приведи медсестру, я буду все отрицать, потому что они сотрудничали. Затем она показывает разговор Садаката с медсестрой в подсобке на скрытую камеру. Джихан говорит: я отправлю эту запись и Алье. Я поддержу тебя в любом решении. Справедливость требует этого. Когда Джихан уходит, Садакат рыдает и говорит: ты тоже так со мной поступила. Дядя Хасан разговаривает со своими племянниками и Джиханом, говоря, что он поступил неправильно, но что его не следует сажать в тюрьму. Нари и Кая обсуждают, что моя мать виновна, но она старая и больная, и если Экмель узнает об этом, это разрушит нашу семью. Али говорит: если бы твоя мать сейчас вышла, она бы снова сделала то же самое. Я не хочу нести ответственность. В этот момент приходит новость, что Баран заболел. Когда они направляются к особняку, Кая получает сообщение, что машина Зерин найдена пустой, и остальные направляются туда. Он предполагает, что кровь в моче Барана может указывать на опасную ситуацию и потребовать диализа или пересадки почки, поскольку у него отсутствует почка. Когда Кая подходит к машине Зерин, появляется Демир, и они начинают ссориться. Шахин забирает Каю у Демира и уезжает, привозя ее в особняк. Затем он просит разрешения увидеть Барана. Джихан разрешает ему и берет его с собой. Шахин желает ему скорейшего выздоровления, они забирают Нари и уезжают. Джихан говорит Алье, что едет к матери. Экмель приходит к Садак и спрашивает ее, почему она за решеткой. Когда Джихан приезжает в полицейский участок, он видит Экмеля на камерах видеонаблюдения и просит полицию вывести его, недоумевая, что он там делает. Пока полиция выпроваживает Экмеля, Джихан подходит к Экмелю и, поблагодарив ее, говорит, что мужчина, который был с Алей Баран, помог ему и что сейчас он будет за решеткой. Через некоторое время Джихан возвращается к Садакат Ханем. Джихан заявляет, что, борясь с Экмелем, он действует эгоистично и жестоко, как она, пытаясь подражать ей. Он говорит: это не я, Аля или Баран, кто ты, делаешь это с собой. Мама, я бы даже умер за тебя, но человек, за которого я бы умер, выглядит точь-в-точь как Экмель. Я бы и пальцем не пошевелил ради Экмела. В этот момент появляется адвокат и предупреждает его: твое время истекло, ты должен уйти. Когда Джихан уходит, Садакат Ханем спрашивает, как Баран, и говорит, что он цепляется за жизнь. Да не лишит меня Бог жизни, пока я не увижу, как он снова встанет на ноги. Не в силах больше терпеть, Джихан выходит из тюрьмы со слезами на глазах. Нари звонит Алие и рассказывает ей о случившемся с Экмелем, прося простить Садаката. Тем временем Экмел находится внутри и объясняет, что Садакат потеряла себя прежней и теперь стала призраком. Нари говорит: моя мать, моя, тут ни при чем. Она уйдет через 2 дня.
Тем временем Фидан злится, что Экмел так сосредоточен на Садакате и возражает: «Ты достаточно груб, сколько тебе лет? Ты все еще не оправился. Моя дочь пропала. Найди ее, верни мне». Шахин увозит ее от отца. Похититель Зерин звонит Экмелю, отцу Амады, и говорит, что похитил ее, чтобы отомстить за смерть сына. Не поверив Экмелю, он отправляет ему видео с Зерин. Фидан выходит на улицу, чтобы узнать, не связано ли это с Зерин. Шахин и Нари тоже выходят. Экмел быстро прячет телефон, заявляет, что он не имеет никакого отношения к Зерин, и отправляет их по комнатам. Когда Экмел спрашивает, что ей нужно, когда они уйдут, отец Амады, Хасан, требует, чтобы она пришла в пещеры с $200 000, угрожая убить дочь. Когда Джихан приезжает в особняк, Кая сталкивается с ним. Экмел, находящийся под стражей, говорит: «Этого не может быть. Передайте моей тете, чтобы она забрала свою жалобу». Он также сообщает ей, что Алья на террасе. Аля сидит одна, пьет и начинает вспоминать прошлое. Она начинает плакать перед Джиханом из-за того, что Барана и ее матери нет рядом. «Мне тоже очень тяжело. Я мать, и Нари звонила и умоляла. Она тоже убита горем. Она говорит: он прав. Ты не должен был отдавать мне это видео, я отдам его, чтобы быть честным. Разве быть честным – это преступление? Разве это моя вина? Ты не должен был отдавать его мне». Когда Джихан говорит Алье больше не пить, Алье протестует и пытается встать. Джихан, будучи настолько пьяной, чуть не падает, но он ловит ее, обнимает и относит в свою комнату. Когда Джихан настаивает на том, чтобы задать Джихан вопрос, Джихан говорит: «Спроси меня». Алья отвечает: «Ты любил меня. Я так сильно тебя любила». Прежде чем Джихан успевает что-то сказать, он обнимает Джихан и засыпает. Джихан собирается поцеловать ее крепко, в макушку, но потом передумывает. Когда Джихан просыпается следующим утром, он не находит Алью в постели. Кадир звонит ему и сообщает, что Алья взята под стражу и что он поговорит с Садакатом. Когда Фидан говорит, что, вероятно, Зерин похитила Никая, Шахин отвечает: «Конечно». Экмель отвечает: «Вот для этого они нас и тянут». Он уходит из-за стола. Аля подходит к Садакату, и Садак тут же начинает ее дразнить. «Аля, я сама через это прошла, и в последнее время все чаще думаю о том, как ты приводишь моего сына сюда, пока я в наручниках, пытаясь обесценить меня в его глазах. Я не понимаю, как ты могла так поступить. Мой сын очень хороший ребенок, он не заслужил того, что ты сделала. Молись за своих детей, твои дети тоже очень хорошие, они не заслужили того, что ты сделала. Я не сделаю того, что сделала ты. Я не буду обременять своих детей бременем их матери. Как врач, я не смогла поставить ему диагноз и неправильно поняла угрозу. Я могу изменить свое заявление, но только при одном условии». Джихан выслушает их. Когда Баран говорит: «Денис не хочет видеть его в таком состоянии, пожалуйста, не действуй за моей спиной», Садакат на мгновение замолкает, а затем обещает, что Джихан не увидит его, пока Баран не поправится. Отвернувшись, Алья видит Джихана и проходит мимо. Джихан следует за Альей, и Алья говорит адвокату, что изменит свои показания. Когда Джихан и Алья сидят рядом в полицейском участке, Алья говорит Джихану: «Я лучше понимаю, когда ты ведешь себя так, будто тебя вынуждают». Когда он говорит: «Я тебя не выношу», Джихан отвечает: «Я знаю». Затем Алья спрашивает Джихана, говорил ли он что-нибудь еще, будучи пьяным прошлой ночью. Адвокат отвечает: «Полиция ждет, когда ты дашь показания». Когда Экмель приезжает с деньгами, но не видит Зерин, он вступает в перестрелку с преследователями. Отец Амады сбегает, садится в машину Зерин и уезжает. Экмель предупреждает своих людей: никто не узнает об этом человеке, даже Шахин не узнает. Отец Амады в ярости и, ворча, Зерин развязывает веревку вокруг своей руки и пытается задушить его, что приводит к аварии. Когда Нари и Кая прибывают в полицейский участок, они говорят ей, что Аля подала заявление и что их мать, Садакта Ханем, скоро освободят.
Зерин пытается выбраться из разбитой машины одна, но хватает телефон мужчины и уходит. Садакат Ханем выходит, обнимает детей и уже собирается сесть в машину, когда звонит телефон Шахина. Это Зерин, которая сообщает им, где она. Пока она говорит, мужчина выходит из машины, приставляет пистолет к голове Зерин и отбирает у нее телефон. Шахин, Джихан, Кая, Нари и Алья отправляются туда. Мужчина придумывает план убийства любого, кто найдет Зерин, говоря, когда дверь откроется, он выстрелит тебе в грудь. Тот, кто любит тебя, станет палачом, и твоя смерть будет от его руки. Джиханы прибывают на место и начинают осматривать территорию. Кая медленно пытается открыть дверь, за которой находится Зерин. Тем временем мужчина наблюдает за ними, и Джихан понимает, что он наблюдает за ними, и кричит «Стой!». Кая, но Кая уже открыла дверь. В этот момент Демир, заподозрив неладное и погнавшись за ними, бросается под пулю и спасает Зерин. Аля и Нари тут же бросаются к ним. Алия сначала осматривает Зерин, затем проверяет состояние Демира и принимает меры, чтобы отвезти их в больницу. Джихан немедленно приказывает своим людям сесть в машины. Джихан вместе со своими людьми и Шахином отправляется в погоню за братом Амады. Однако его люди обстреливают машину Джихана. Когда шины начинают скрипеть, им приходится остановиться. На самом деле, именно люди Экмеля открыли огонь по машине Джихана. Он просит Джихана сначала найти отца Амады. Он звонит Шахину, притворяясь, что не в курсе происходящего, и пытается выяснить, знает ли что-нибудь Зерин. Фидан беспокоится о Зерин. Когда Алия осматривает ее и уходит, они идут к ней. Демир отказывается уходить, не повидав Зерин, несмотря на ее ранение. Увидев ее, он встает и уходит. Когда Шахин спрашивает, кто этот человек и почему он тебя похитил, Экмель не позволяет ему говорить. Зерин говорит, все в порядке, могу говорить, и добавляет, он был сириец, кажется, говорил по-харабски. Экмель тут же указывает на Джихана и говорит, это сделали они, а Джихан злится и говорит, убирайся отсюда. Кая делится своими переживаниями с Джиханом, что бы я делала, если бы с Зерин что-то случилось. Безжизненный Демир прыгнул под пулю, чтобы насолить мне. Клянусь Богом, как бы я ни старалась, я не смогу забыть Зерин. Ипек слышит это из-за их спин. Она плачет, я теряю Зерин, она все дальше и дальше. Ипек слышит это и плачет, затем вытирает слезы и зовет Каю. Он говорит Кае, как сильно Демир любит Зерин и что отдает ее своему будущему ребенку, но Кая не комментирует это. Когда Зерин приходит к Демиру и благодарит его за то, что он умер за меня, Демир говорит, что ты имеешь в виду, когда говоришь, что ты моя жена. Надеюсь, с тобой ничего не случится. Пока Зерин и Экмель обсуждают похищение в Сирии, Зерин говорит, это работа Каи. Экмель подходит и говорит с Каей о работе Джихана. Зерин отвечает, это не работа Каи, она бы так не поступила. Она уходит. Когда сиделка барана, Алья, говорит Садакату, что это Садакат ее разоблачил, Садакат в гневе выгоняет ее из особняка. Но как только мужчина говорит «я не уйду, пока баран не скажет мне уйти», появляется доктор Елчин, чтобы объяснить ситуацию барана. Он говорит, что барану нужна пересадка почки. Все хотят стать донорами, но Садакат и Нари не хотят, а вот Джихан и Кая вместе с сиделкой говорят, что могут. Садакат очень расстроен. Когда Шахин говорит, что хочет стать донором, Джихан отказывается, говоря, что твоя операция означает, что Экмель узнает. Доктор Елчин хочет поговорить с Джиханом наедине. Он говорит Джихану, что у него проблема с черепом, которая не создаст ему проблем в обычной жизни, но есть вероятность, что из-за нее он не сможет лечь под нож. Джихан говорит, я сдам анализ крови, и если найду донора, поговорим позже. Аля сидит в комнате, Джихан подходит и садится рядом с ней, а Аля объясняет, что нужно сделать завтра. Джихан не хочет, чтобы Аля сдавала кровь. Они спорят, зачем мы тратим время. Раздраженная Аля уже собирается выйти из комнаты, как вдруг оборачивается и спрашивает, «Я что, слишком напилась вчера вечером?» Джихан отвечает, «Я тебя свалила». «Слава Богу, ты слаба, но не беспокой меня».
Больше не пей рядом с комнатой. Наконец Аля говорит: увидимся завтра на собрании, а потом, когда она сдаст кровь. Джихан кричит: ты не сдаешь. Аля закрывает дверь и желает спокойной ночи. Садакат плачет по Барану, переживая за него. После собрания и обсуждения необходимых шагов все отправляются в больницу сдавать кровь. Кровь сдают, и все с нетерпением ждут результатов. Врач Елчин звонит Джихану и сообщает, что результаты анализов пришли, и Джихан совместим с донорской кровью, но операцию ему делать не следует. Джихан советует ему начать подготовку и закончить ее завтра, чтобы Аля не узнала, а затем сообщает семье КИИ в клинике. Нария и Садакат очень рады этой новости, обнимаются и плачут сначала с Нари, а затем с персоналом. Когда Джихан звонит Алие и сообщает ей, что он донор, Аля на мгновение ошеломлена. Затем она спрашивает: у тебя нет никаких болезней, о которых ты мне не рассказала? Джихан отвечает: не волнуйся, Елчин придет, поговорим. Аля подходит к медсестре и спрашивает, есть ли у Джихана медицинская карта в больнице. Медсестра отвечает, что ее нет в системе, но она может посмотреть в архивах. Елчин объясняет ей детали операции и рассказывает о процедуре. Аля приезжает в особняк, требует, чтобы Денис оставалась дома, и подходит к Джихану. Она просит у Джихана выписку из больницы, бросает ее и сердито заявляет, что операция ему не пойдет. Она сообщает, что у Джихана аневризма головного мозга размером 2 см, и есть риск, что он не проснется после анестезии, и злится на Ялчина. Когда она говорит Джихану, что он не будет делать операцию, Джихан отвечает, что вероятность 50%, но если баран не сработает, он умрет. Когда Али говорит, что не умрет, я буду донором, я сделала все анализы, и они совместимы, все смотрят на нее с удивлением. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы смотреть новые видео. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. До свидания.